Георгий Бодридзе. Грузия не дает указания Армении. Пусть и в Ереване оставят их для себя. Армению продолжает напрягать экономическое и энерготранспортное сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Армянские СМИ считают, что геополитический коридор между Анкарой, Баку и Тбилиси превращается также в военный союз. А потому Армении следует укрепить свои связи с Ираном, передает армянский телеграм-канал Arm Today. Ереван беспокоит и трехсторонние совместные военные учения Азербайджана, Турции и Грузии, которые прошли недавно. В ходе командно-штабных учений с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии выполнялись задачи по защите региональных экономических проектов. В частности, были отработаны вопросы практического взаимодействия по совместному обеспечению безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, а также железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Но Армению больше волнует участие в таких учениях Грузии. Сближение Тбилиси с Баку и Анкарой в Ереване воспринимается весьма нервно, что вполне естественно, учитывая откровенно враждебные отношения Азербайджана и Турции к Армении, отмечают армянские источники. При этом в Ереване уверены, что несмотря на огромное экономическое влияние со стороны Баку и коммуникационных проектов, Тбилиси не захочет портить свои отношения с Арменией. Медиа АЗ обратились за комментарием к грузинскому аналитику, бывшему послу Грузии в Великобритании, старшему научному сотруднику Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгию Бодридзе. Грузия, Азербайджан и Турция – союзники. Есть множество совместных проектов. Недавно были проведены военные учения, в ходе которых были отработаны вопросы обеспечения безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, а также железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. И почему-то это в очередной раз вызвало нервную реакцию в Ереване. Я бы напомнил нашим армянским соседям, что Армения состоит в тесных экономических и военных связях с нашим северным соседом. И я не помню ситуации, чтобы Грузия давала какие-то указания Армении, с кем входить в союз. Так что Грузия будет развивать свои стратегические отношения со своими соседями, исходя из своих экономических и политических интересов. Грузия заинтересована в региональной стабильности. Мы считаем, что Южный Кавказ был бы намного стабильнее, намного экономически успешнее, если бы не было факта военного противостояния. Я имею в виду в том числе и конфликт между Арменией и Азербайджаном. К сожалению, вместо Балтийского пути события на Южном Кавказе развиваются по иному сценарию. Но Грузия должна и будет развивать отношения со своими соседями. И мы рассчитываем в будущем на хорошие отношения с Арменией. Очень хотим, чтобы Азербайджан, Грузия и Армения вместе развивали Южный Кавказ. А что вы думаете насчет опасений со стороны Армении, где опасаются военного союза между Анкарой, Баку и Тбилиси? Любой серьезный человек в Армении должен понимать, что сотрудничество между Турцией, Грузией и Азербайджаном не направлено против кого-либо. Оно направлено на обеспечение безопасности, в том числе и Грузии. И это сотрудничество, повторюсь, будет развиваться. Недавно в Грузии сменился глава правительства. Парламент проголосовал за кабинет во главе с экс-министром внутренних дел Георгием Гахарией. Реальная власть в стране находится в руках Бедзины Иванишвили. Смена министров или премьер-министров ни на что не влияет. В любом случае Грузия продолжает свой путь, и близкое сотрудничество с Азербайджаном и Турцией – это стратегия Грузии.